Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сейчас хочу показать, как связать вот такой капор спицами. Очень необычный, стильный зимний аксессуар. Позволит держать в тепле и шею, и голову. В видео войдет вязание ножки капора, переход к вязанию капюшона, вязание капюшона, сшивание вверху его трикотажным незаметным швом, а также покажу, как после вязания спрятать все ненужные ниточки, чтобы они были не видны и незаметны. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, приступим к вязанию. Мне понадобится пряжа. У меня пехорка осенняя. Если у вас будет другой производитель, ориентируйтесь на метраж. У меня в 150 метрах 200 грамм. Вот такой у меня цвет перламутр. Потребуется один моток, даже немножко останется, но в зависимости тоже, конечно, от размера. Игла для сшивания пряжи, крючок любой. Семерка, шестерка, пятерка. Набирайте первый ряд капюшона. Желательно без пластиковой ручки. Можно обойтись без крючка. Можно будет спицей это сделать. Спицы круговые 8 миллиметров. Приступим к вязанию. Начинаю вязание с ножки капора. С небольшим запасом кладу нить на ладонь и набираю на одну спицу 12 петель. Это количество петель, это высота ножки капора. Если нужно повыше, более закрытый вариант, набирайте больше. Если пониже, потоньше нужна ножка, набирайте меньше. 12 для меня оптимальный, вот на средний размер. Прошу тут еще учесть, что после водных процедур, то есть стирки и сушки изделия, немножко увеличится, станет более мягким и воздушным. То есть при расчете визуальных размеров учитывайте это тоже. 12. Буду вязать поворотными рядами. Каждый ряд лицевой. Первую всегда снимаю, остальные лицевые. Последняя всегда изнаночная. Это образует красивую кромку и с одной, и с другой стороны. Вот. И последняя изнаночная. Переворачиваю и делаю то же самое. Так буду вязать до 39 ряда. Я буду ряды считать парами, то есть 39 пар рядов я провязываю. Мне так удобно, по одной либо по другой стороне я считаю только изнаночные. Итак, переворачивая, вяжу каждый раз лицевое полотно. Таким образом у меня получается платочная вязка, ряд за рядом. Провязала 39 с половиной пар рядов. Половина, вот она тут еще следом, лицевой ряд идет. То есть пересчитываю только изнаночный. Край нити у меня с этой стороны. И сейчас с другой стороны край нити тоже с этого края. Я провязываю еще один ряд. Получается, образую 40-ю пару рядов. И следующим рядом буду закрывать. Мне важно, чтобы вот этот отрез нити оказался с той же стороны, с того же края, где я и начинала. Так легче будет спрятать их в капюшоне. Итак, закрываю, провязываю, предыдущую накидываю, провязываю, предыдущую накидываю. Если сейчас кажется тесновато, это то, что будет вокруг горла. Не спешите, я повторюсь, но после стирки изделие станет мягче и больше немного. Все, закрываю этот край. Это последняя петля, отрезаю также с небольшим запасом и вытягиваю ее. Пока спицы в сторону. Вот что получилось. И с одного, и с другого края, с одной стороны у меня отрезы нити. Теперь
Нахожу более красивый край. Тут вот более длинная ножка, поэтому наизнанку ее отвожу. Вот так. Вот здесь сейчас вырастет у меня капюшон. Прикладываю изнанку к изнанке и намечаю вот здесь, вот он центр мой. Все, сейчас будем набирать капюшон. Беру крючок, можно продолжить работать спицей. Здесь по кромке проходит коса. Вот в эту центральную косу я ввожу крючок с лица наизнанку и вывожу отрез нити вот с небольшим запасом. Этот хвостик потом мы тоже спрячем. Вывожу. Первая петля ряда. Теперь буду проходить крючком каждую косу, захватывая 2 ниточки, и выводить. Так набирать петли. Сейчас набираю петли и поочередно перевожу их на спицы вот до этого края, одну за одной. Половина петель уже на спицах. Эти 2 края провожу как бы вовнутрь, оставляю их на изнанке и продолжаю набирать с лица на изнанку. Ввожу крючок. Здесь сейчас туго стягиваю 2 угла, чтобы там не было зазора, и продолжаю набирать коса в косу, петельки, переводя их на спицу. Я набрала с одной и с другой стороны, у меня получилось по 20 петель. Вот первая, и сюда я набираю еще одну, чтобы как бы замкнуть круг. То есть она нечетная, последняя, но это нам не помешает, ничего страшного. И теперь начинаю вязать, вытягиваю эту спицу. Здесь у меня вот такой отрез. Я беру их вместе, чтобы его как раз спрятать. И начинаю вязать. Первую снимаю, потом все лицевые. Буду вязать также поворотными рядами, платочной вязкой. Все время провязывать лицевые. Вот он, этот хвостик. Увожу наизнанку и продолжаю. Вяжу сейчас ряд до этого момента, до конца нашего. Подхожу к тому месту, где у меня 2 края нити. Я связала их между собой на узел. И сейчас один край я спрячу при вязании текущего ряда. То есть уведу их вместе и провяжу немножко в сторону. Этот край я могу также точно увести в следующем ряду. И здесь уже спрятать вот в эту косу, которая образовалась на изнанке. Все, вяжу дальше до окончания начала ряда. Вот здесь, где капюшон открывается. Последнюю петлю я провязываю изнаночной. Переворачиваю вязание, буду вязать обратно. Снимаю все лицевые, последняя изнаночная. На первых рядах капюшона главное не проскочить вот этот момент, а повернуть вязание. Потому что пока он не вырос, пока его отчетливо не видно, можно легко провязать мимо. Опять на этом месте я вместе с рабочей нитью захватываю этот край и увожу его в другую сторону, где по изнанке точно так же потом спрячу. Вот он закончился, в сторону продолжаю вязать. С ряда я снова провязываю эту петлю последнюю изнаночной. Переворачиваю. Здесь уже наметилась риска, которую сложно проскочить. Буду вязать ряд за рядом, поворачивая вязание на необходимую высоту. Первый изнаночный ряд, то есть пара рядов
у меня готово. Таких пар надо провязать для среднего размера капюшона, ну, 24, 23, 24. На 25 будем закрывать. Либо чуть больше, чтобы капюшон был объемнее. Все, вяжу ряд за рядом, не меняя рисунка, не меняя натяжения нити, чтобы платочная вязка ложилась красивыми ровными петлями. Нужно вязать в одном ритме. Я провязала 24 пары рядов, пересчитав вот изнаночный, мне получается 24, но таким образом, что последний, вот он, закончился у меня с этой стороны, где я начинала набирать петли, то есть вот с этой стороны. Теперь я с хорошим запасом отрезаю нить, где-то метр, может быть чуть-чуть больше, для того, чтобы проложить трикотажный шов по верху капора. Беру иглу, готово. Теперь здесь равняю обе стороны и вытягиваю леску, чтобы на спицах осталось вот так по краям. Буду сейчас сшивать. Если сложить части стык в стык, я увижу, что здесь у меня лицевой ряд, здесь тоже. Трикотажный шов проложим таким образом, чтобы он образовал еще одну пару рядов. С этой стороны изнаночную, с этой лицевую. При этом будет минимально заметен он. Вытаскиваю эту петлю, вытаскиваю с нее нить. И ввожу теперь сверху, снизу вверх. Все, креплю ее. Теперь здесь первая петля по низу идет снизу вверх, вторая сверху вниз. Так буду чередовать. Далее сверху вниз, снизу вверх. Есть. Теперь по этой снизу вверх, сверху вниз. Здесь образуется изнаночный ряд, здесь лицевой. Сверху вниз, снизу вверх. Каждый раз я захватываю ту петлю, которая уже участвует в сшивании, и следующую новую. Итак, по низу, снизу вверх, сверху вниз. По верху, сверху вниз, снизу вверх, то есть наоборот. Что получается? Вот что получается, сильно здесь не затягиваем, чтобы это тоже, этот ряд был виден. Итак, еще раз последний, снизу вверх, сверху вниз. И тут сверху вниз, снизу вверх. Сшиваю до самого конца. И заканчиваем, сильно не затягивая здесь, чтобы этот ряд шел с тем же натяжением, как и все вязание. Возвращаемся, чтобы каждая петля была 2 раза протянута. Все, можно вернуться сюда и уйти на изнанку для того, чтобы спрятать край. Вот что здесь получилось. После стирки будет вообще практически ничего не заметно. Переходим на изнанку и прячем кончики. Пока не вытаскиваем иглу, спрячем сначала вот этот, которым мы сейчас только что работали. Здесь можно его немножко запутать и завязать узелок. И потом увести.
И так как нить в игле, можно немножко провести внутри ниточки. Так будет покрепче и понадежней. Вот здесь прям прокалывая саму нить. Потянуть, поравнять и отрезать под корень. Теперь вернемся к этим краям. Тоже спрячем. Нам здесь удобно их спрятать вот в эту косу, которая образовалась по изнанке. Поэтому сначала проводим иглу, так как они достаточно короткие. Проводим ее так, как бы мы увели ниточки, куда мы хотим их спрятать. Потом всовываем краешек и протягиваем. Готово. После стирки можно будет также, нить ляжет на свое место, можно будет ее отрезать. То же самое проделываем и с остальными. Мой капор готов, осталось его постирать и высушить. Полотно станет ровнее, изделие легче, воздушнее и, еще раз повторюсь, увеличится в размере. Так что сделайте поправку на это при вязании. Я стираю в тазу руками с специальным средством для стирки шерсти. Потом сушу на полотенце вдали от радиаторов и солнечных лучей, периодически меняя ему положение, переворачиваю, чтобы не образовалось заломов после высыхания. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, будет много интересных видео.